Всем бодрый вечер. В эфире «Благословение». Мы приветствуем вас в нашей программе. Добро пожаловать. Сегодня прямой эфир. Четверг, 6 сентября. Мы рады приветствовать всех наших телезрителей в Петербурге, в области и по всему лицу земли, кто сегодня может смотреть наши программы во всех концах земного шара. Слава Богу за эту прекрасную техническую возможность. Я думаю, что сегодняшний эфир вам очень-очень понравится. Мы приветствуем всех вас, дорогие телезрители, и наш телефон нашего прямого эфира +7 это код России, 812 Санкт-Петербург, ну и телефон студии 272-8775, 272-8775 и 273-3622, 273-3622. Вы можете звонить и задавать свои вопросы нашему гостю, о котором сначала мы поставим небольшой клип в эфире. Лиза Бевир – всемирно известная проповедник и автор многих литературных христианских бестселлеров. Вместе со своим мужем Джоном Бевиром они несут служение евангелистов по всему миру. Джон и Лиза Бевир проповедуют о Божьих переменах в разных уголках нашей планеты. Они мечтают, чтобы их послания не просто ободряли тысячи людей, но и бросали в их жизни вызов от Бога, а также поднимали на новый духовный уровень. Я думаю, что Церковь Христа находится в той точке, когда Бог говорит: давайте, мне нужно, чтобы вы встали на свои ноги, мне нужно, чтобы вы начали подниматься и вспомнили, кто вы есть. В Санкт-Петербурге конференция Лизы Бевир «Пробуждающиеся львицы». Поднимись и действуй. Еще раз всем добрый день. Я сегодня буду не только ведущим программы, но также и переводчиком. Поможет мне в этом Господь. И я сразу рад представить гостя программы. Very much welcome to St. Petersburg. You just landed. Только что приземлилась. И прямо с аэропорта. Just straight from airport. I was so excited to be here. I just came. Я очень рада, что я успела, что я здесь. You look so beautiful, Lisa. After traveling all over from United States. Ты так хорошо выглядишь после всей этой дороги из Америки. Столько часов проведя в самолете. So many hours in the plane, and you still look so sparking and beautiful. I took a shower, I brushed my teeth, and I ate chocolate. That all works together. Она говорит, что успела уже принять душ и съесть плитку шоколада. Ну, в этом, наверное, все девушки. All girls are the same. They want a shower and chocolate. That's it. Very easy. Еще раз я хочу порадоваться вместе с вами, друзья, что сегодня у нас в программе Лиза Бевир, и она, на самом деле, мне уже прислали сообщение сегодня утром, что она не успеет на наш эфир, не успеет, потому что connections в Цюрихе, то есть это стыковочный рейс в Цюрихе, она опоздает и, к сожалению, сегодня в эфире быть не сможет. Но в последнюю секунду в Цюрихе она успела вскочить в свой самолет, хотя багаж, конечно же, не успел за ней так быстро перебежать. I said this connection was very short, and I was announced that you're not gonna make it. You will be late. Yeah. And the very last, very second, you jump in your plane in Zurich, your luggage. My bags did not jump in the plane. That's exactly what I just told. I know you said Russian. It's a secret talent. Так что мы очень рады, что она успела вскочить в самолет, и хотя багаж ее не успел за ней, но сегодня она сама здесь с нами, и добро пожаловать. Very much welcome to Russia. It's your first trip to Russia? Absolutely, it's my Это very first. твоя первая поездка в Россию, да? Это первая поездка, первый приезд в Россию. How do you feel first couple hours? Well, I feel actually really great. I have been so excited to come here and actually meet the Russian people face to face. I have fallen in love with them wherever I find them, so this was very exciting for me. Я очень взволнованно, очень прекрасно себя чувствую. Я рада, что я приехал наконец-то в Россию, потому что я давно уже люблю русских людей, встречалась с ними в других местах, но не в России, и очень хотела наконец-то побывать в этой русской атмосфере и встретиться с ними лицом к лицу. We're very much excited to have you, very much happy for that. God bless you, and all these 3 days you're going to be with us. We're going to have a great time. Yeah. You know, I really, as I was praying before I came here, I really believe that Russia's destiny is greater than her history. And I believe the days for the church are just, they're going to loom large. I believe the Church of Jesus Christ is going to rise up, and it's going to be really a force to contend with. And so I'm honored to be here. Я в духе это, говорит, переживаю, чувствую, знаю, что у России была прекрасная, великая история. Русский народ – это великий народ, и русская история России велика. Но она говорит то, что я переживаю в духе, что будущее России и предназначение России, оно еще круче, еще больше. И это на самом деле сейчас через
Божий план, через Божье Слово, через церковь, Россия на самом деле засверкает еще более яркими красками во всем мире. It's great. I like this. I like this beginning. Well, you know, I really believe that Russia is a unique country. Я верю, что Россия это совершенно уникальная страна. And God loves Russian people very uniquely. You know, God is a God who И Россия уникальная страна, и Бог nations. совершенно уникальным образом, Бог уникальным образом любит Россию. The last part was... God is a God that fashions nations to bring Him unique glory and just unique expression of strength on the earth. И зная, насколько уникален дух России, сама Россия, Господь уникальным образом любит Россию, и поэтому будущее России будет также совершенно уникально представлено в этом мире. You know, and the Russian people, no matter what they've been through, they always rise up above it. И то, что известно вообще о русских, о россиянах, точнее, это будет правильно сказать, что как бы их не опускали, как бы их не нагибали, как бы они не падали, россияне всегда поднимались. Yeah. So, This is great. We receive it. We believe that. yeah. Lisa, we have already some calls coming in. Okay. Would you prefer to take phone calls or start talk about your family? We can do whatever you want. Я говорю, что уже поступают звонки, я бы хотел еще пообщаться с Лизой насчет ее прошлого, ее семьи. Ну, давайте примем пару звонков. Слушаем вас, говорите, пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень давно нравятся книги Лизы Бевир. For a long time, I love your books. For a long time. И я бы хотела спросить, почему у нее так мало DVD? Мне очень особенно понравился ее диск «Сила чистоты». Спасибо ей огромное. Why you have good books, but you have just a few DVDs? We want to see you, not just to read your books, but want to see you. I don't know. I have 4 children and 2 grandchildren, so I. Я не знаю, у меня 4 детей, 2 внуков, и я мама, я жена, я. Tell us about your family. Скажи нам о своей семье, расскажи поподробнее. Well, I have 4 sons. У меня 4 сына. I have Addison, У who's меня 26. Эдисон, ему 26 лет. Austin, who's 23. Астеру 23. Alec, who is 21. Алику Who 22. absolutely sends his greetings. And then Arden, who is И 17. Ардену 17. And those are my 4 sons. Addison is married. Старший сын Эдисон, он And he женат. has 2 beautiful children, Asher and Sophia Grace. These are my grandchildren. И Ашер мой внук, и София Грейс, мудрость, благодать. Интересно, София мудрость, а Грейс благодать. And he's Sophia married. is wisdom and Grace is Yes, grace. exactly. It's awesome. Yes. And she's the first female born to my family in more than 50 years. So she needed grace and I'm wisdom. sorry, say it again, in 50 years? First female born to my family in more than 50 years. I was the last one. Yeah. И он за 50 лет, вот у нас в семье не было девочек. Я была последняя девочка в течение 50 лет в нашем большом семействе. И вот он нам принес через 50 лет Софию Грейс. Это, если перевести дословно, то это мудрость, благодать. Yeah. And then Juliana, my daughter-in-law, who is awesome. And then my husband of 30 years, John Bevir. И Джулиана, моя невестка, она прекрасна. Я на самом деле тоже знаю Джулиану, она удивительно красивая. She's very much like you. She's beautiful. I love her. She Она fits in our family so perfect. Она очень хорошо подходит нашей семье, она по духу, по характеру очень подходит в наш дом. Мы ее приняли как дочь. И она говорит, последнего назвала своего мужа. You named John the last one. Yes. You have granddaughters, you have grandchildren, you have sons. You know, he's the one I'll live with the longest. Я говорю, ты Джона назвала последним, перечисляя всех своих домочадцев. Она говорит, да, с ним я прожила больше всех. How many years you lived together? 30 years. Мы уже прожили с Джоном 30 лет. Yes, October the 2nd. Very thank 2 you. октября будет 30 лет. Молодцы. Yeah. Здорово. Lisa, tell us about your personal... I know you're kind of... You're wife, you're a mother, you're a grandmother. And we know your husband very well, John. You are a wife of a great, great man of God. John Bevir, John Bevir, John Bevir. Who is Lisa Bevir? But now, Lisa Bevir is, I would say, not even less than John, even more famous and more popular speaker. Я говорю, Лиза, скажи, пожалуйста, ты жена, ты мама, ты бабушка своим внукам уже. Ну вот главное, жена известного человека Джон Бевир. Но
сейчас получается так, что эта Лиза становится по популярности и по успеху в служении больше, чем Джон. Как такое могло получиться? How it's happened? Well, you know, we always have done everything together. Ну, прежде всего, мы с мужем делали всегда все вместе. So even when John was out in the front all by himself, I was behind him doing things in secret. Даже когда я была просто женой, мамой и домохозяйкой, я все равно была за Джоном, хотя Джон был как бы на передовой, он всегда был впереди, но я была всегда рядом с ним. And John and I, when we first got married, we wanted to see what it would look like to have two people that were unique personalities, unique strength, do life together. Мы сразу, когда только поженились, поняли, что мы уникальные личности, разные совершенно люди, но вот в этом-то и стоит задача семейной жизни, как разные люди могут создать одну жизнь, и от них зависит, какая она будет, прекрасная или нет. But that involves seasons. And so when we had 4 young boys, I stayed home while John traveled. Конечно же, в этой жизни есть разные периоды, сезоны. И когда у нас было 4 маленьких детей, естественно, он был в дороге, он был в служении, он постоянно проповедовал, а я была дома мамой с этими детками. Yeah. I think a lot of people don't understand that being a mother is a ministry. И, к сожалению, многие не понимают, что не менее важным служением является быть женой и мамой. Это огромное служение, не меньшее, чем то, что на передовой совершал Джон Бевир. Yeah. So. And how it's happened, how it was for you, easy or not, to come out of behind John, come out of just being Supportive. Just a mom, wife, and become a speaker. Было ли это тебе сложно выйти из-за кулис, из тыла и стать на передовой, стать также на платформе спикером? It was terrifying. My husband forced me into doing that. Это было практически ужасно. Мой муж меня буквально заставлял делать это. Он меня выталкивал. I never wanted to get up in front of people. I was very comfortable being supportive. Я всегда была мне чувствовал себя комфортно, когда я была в тени, когда я просто поддерживала его. Мне это было намного комфортнее, я очень стеснялась. And my husband began to really say to me, Lisa, women need role models. You do not have the right to be comfortable when so many women need comfort. Он говорит, что Лиза, ты не имеешь права оставаться в тени, потому что сегодня женщинам необходимо то слово, которое у тебя есть. То, кого ты являешь в доме, людям нужно это увидеть. Люди должны узнать это. Сегодня в этом мире большая проблема между мужем и женой, потому что люди не имеют хорошего примера, нет модели, что ли. И у тебя есть это правильное сердце, тебе нужно выйти и об этом сказать людям. Yeah. I find that there's couples that want to do this together. They don't want to be the man supporting the woman or the woman supporting the man. They want to do it together. And whether that means one of them's playing a support role or not, they want to do it together and have one heart in the matter. Как важно, чтобы муж и жена делали что-то вместе, чтобы они могли поддерживать друг друга, даже если они имеют разные роли, но вот эти две разные роли могут вместе составляя по сути одно, представляя две разные стороны одной медали, могут вместе выдавать полноценный продукт. And you are great with that. You know what? I'm amazed how always actually women support women. And they get together just to blame men, how men is bad. Mm-hmm. It's the same with the men. Men blame women. Mm-hmm. They support each other. But you, when you preach, you not just speak to the women what they want to hear. You say them the right things, and you really help them to get out of the problems. Я хочу сказать, что удивительная у Лизы способность. Обычно вот женщины объединяются с женщинами, чтобы как-то противостать против мужчин. Ну, мужчины какие-то странные. Женщины то же самое испытывают со стороны мужей, когда мужья объединяются и говорят, что логику женщин не понять или вообще она у них отсутствует. Эти все блондинки, они... И вот так вот два лагеря противостоят друг другу. Но удивительный человек Лиза, что в ее проповедях, в ее слове такая мудрость. Она говорит не то женщинам, что они хотят услышать, а то, что им надо.
как бы объективный взгляд. You always give a subjective point of view. Well, when you study the Word of God, you find out in the very beginning, God created man and woman to be allies. They were never to be competing. They were never to be enemies. They were allies. And so if you're allies, you speak strength to each other's strength. You don't attack each other. Интересно, что когда Господь сам, мы берем Слово Божие, Библию, и видим, что изначально Бог создал таким образом человека, мужчину и женщину, чтобы они не соревновались друг с другом, не подкалывали друг друга, не противоборствовали друг с другом, а чтобы они своими сильными сторонами усиливали сильные стороны друг друга, покрывая слабые стороны. И когда они вот вместе это могут делать, то получается один очень сильный тандем, который реально успешно совершает поприще жизни. Вау, это здорово. Yeah. Well, and you know, the truth is, in the beginning, it was one man, one woman, one heart. And in the end, it's going to be one man, one woman, one heart, but it's going to be Christ and the bride. So we need to do marriage well, and we need to do family well, because God is ultimately a father. And that's how we model Christianity better than anything else. И христианство, конечно, должно в данном случае не просто теоретически, но на практике показать то, чему учит Священное Писание. Если сначала Господь сотворил мужчину и женщину, чтобы они были одним целым, то это было в начале, и к этому придет весь ход развития истории. Мы знаем это из Евангелий, из книги Апокалипсис, что Церковь Христа – это невеста, Христос сам жених, и они составят в конце концов одно. И Бог Отец над всем этим. И христианство должно на практике, в своих квартирах, в своих домах, в своих семьях явить это единство, и оно возможно. You think this is possible? I know it's possible, but I know that it's going to happen, and it's going to happen quick. And I think men and women both need healing. Quick or yes, not? Quick, because I feel like there's such an urgency in the spirit for men and women to come alongside each other and stop fighting with one another and really be the church in front of the world. I think a lot of people in the United States, they don't want anything to do with Christianity because they feel like the men oppress the women. And then on the other side, you've got the dynamic of we don't want anything to do with Christianity because we feel like the women, are, they're angry at men and whatever. So they're not constructive together. And so we in the church need to be constructive together, and that just hasn't been happening, and it needs to. То, что происходит сейчас в мире, к сожалению, люди, видя в мире происходящее в церквях, не хотят иметь ничего общего с христианством, потому что мужья просто прессуют конкретно своих жен, жены находятся в полном восстании против своих мужей, отсутствие гармонии, отсутствие счастья семейного. И, к сожалению, это сегодня имеет место быть. И так как я вижу, что время очень коротко, время не так много осталось, я понимаю, что изменение ситуации должно произойти быстро. Потому что это взаимоотношения мужа и жены в семьях, они напрямую влияют на способность мира принять христианство, принять Христа. Like the unity between men and women, actually it will help this world to receive Jesus. Absolutely. I think it's amazing how God hides things in our creation. The chromosome structure of a man is X and Y. And the chromosome structure of a woman is XX, which really talks about how the woman came from the man. She was in Adam, she comes out. And XX, that's the symbol for multiplication. So when women are healthy, they will multiply everything. They'll multiply the church, they'll multiply the family, they'll multiply the marriage. But when women are broken, they divide everything. And so we need to get the women healthy so that everything that God wants to do in the church and in our families can be multiplied. Интересный пример она приводит, говорит, что известно, хромосома мужчины XY и хромосома женщины XX. И так Господь взял Еву из ребра Адама, из Адама сотворил ее. И видно, что когда знак XX – это знак умножения. Когда женщина здрава, когда она эмоционально не ранена, она может размножать все вокруг себя. Она умножает семью, умножает богатство, она умножает через эту атмосферу и церковь. Но когда женщина ранена, когда она больна внутри, она может все только ранена, она может все делить и все разрушать. Поэтому очень важно, чтобы сегодня женщины были исцелены. You said it's so important that women will be healed today.
But is there any role for the men in there, or just they can be healed by themselves? Or men has to understand that as well? Absolutely, men have to understand that as well. But I think a lot of times women put pressure on men to be what only Jesus can be for them. I think women think, oh, if I can just get a man and he loves me and he provides for me, then my life will be completely whole and healed. But the truth is that there is a God void in each of us, male and female, that only God can fill. And so I think the men need to understand what their strength is in God's image, and the women need to understand what their strength is in God's image, and both of them get their life from God and then give to each other rather than take from each other. Да, к великому сожалению, бывает, что женщины думают, что вот если я выйду замуж, и муж будет обо мне заботиться, будет меня любить, я выйду замуж, я буду за, как за широкой стеной, за широкими плечами, как за крепкой стеной. Но на самом деле есть то в каждом из нас, что только Бог может восполнить, как в мужчине, так и в женщине. И когда мы вот эту часть в себе, как мужчина, так и женщина, все хотят любить и быть любимыми, хотят мужчины хорошо жениться, женщины выйти хорошо замуж, но есть та часть в каждом из нас, которую только Бог может восполнить. И когда мы имеем правильные отношения с Богом, мы можем усиливать стороны друг друга и восполнять нужды друг друга, таким образом создавая целостную личность. This is great. Lisa, how you became a powerful preacher? You were a shy person. I was a terrified person, yes, very much. Ты была очень застенчивая, ты была скромна. Как ты могла стать такой lioness, такой львицей? No, that is not how it started. And, you know, and I don't know how many people know, because this is my first time in Russia, but I lost an eye to cancer when I was 5. Wow, say it again? This eye, I lost it to cancer when I was 5, so I have a plastic eye. Wow. So I not only was shy, but I was scared. Я не просто была застенчива, я была до смерти напуганная. В 5 лет, it was like a cancer. У меня в 5 лет случился рак, и мне вырезали правый глаз. У меня правый глаз стеклянный. Yeah, so I never wanted to get up in front of people. И я всегда уже, и даже и только из-за этого боялась быть перед людьми, потому что я чувствовала себя неполноценной и всегда стеснялась быть перед людьми. And John would push me. He would say, Lisa, it's not right for you to have limits. You need to get up and you need to encourage these young girls. И Джон говорил мне, мой муж, что ты должна быть на передовой, ты должна выйти, ты должна вдохновлять молодежь. Ты в таком положении, и тем более с этой историей с глазом, ты наоборот, видно, кто ты можешь быть еще более в этом положении вдохновительницей для других. And I would say, but that's not my personality, that's not my strength, I don't want to do that. Я говорю, это не моя личность, это не мои сильные качества, это не то лучшее, что я могу делать. And John would say, you know what? God is bigger than your personality. А Джон говорил, Бог больше, чем твои личностные характеристики. And he would trick me into getting me to speak. He tricked you? Yeah, he would trick me. He would say, oh, guess what? You're doing the next service. I'd be like, what? I'm not doing the next service. He'd be like, yes, I told everybody you would do tomorrow morning. And he would trick me. И Джон пару раз меня так как бы даже подставил буквально. Он вдруг уже взял просто и объявил людям, что следующий выходной на первом собрании будет проповедовать Лиза Бевир. И он меня только поставил перед фактом, что я вот должна это буду делать, и все. Yeah. See, I really believe, you know, you ask about the men. I believe there's something very healing when women honor men, just as there's something very healing when men love women. And I think that in the house of God, we need to begin to model honor and love. And, есть процесс исцеления в том, когда женщины начинают почитать мужей, и когда мужья любят жен. В этом есть сила исцеления. И это на самом деле потрясающая модель, как мы можем объединить почтение и любовь вместе. Большинство женщин говорит, я буду уважать мужа, когда он будет вести себя достойно уважения. А гораздо важнее уважать позицию, которую он занимает в качестве мужа. And you honor what can be and what should be instead of criticize what is right now. И ты начинаешь уважать то, кем бы он мог стать, кем бы он мог быть, вместо того, чтобы критиковать. И таким путем ты скорее достигнешь результатов, увидишь мужа более успевающего, если ты будешь почитать его, уважать, нежели критиковать. Yeah. So honor is a very healing thing. I watch what happens with my boys. You know, being the mother of 4 sons. Являясь матерью 4 сыновей, я видела, как это работает в их жизни. Made me realize how tender men are.
я понимаю, что мужчины, они очень нежные внутри. You don't want to translate that. Даже может этого не переводить. I am tender in my heart. Я очень нежный. Yeah. So I learned that you could really wound or you could really heal men with words. И, в общем-то, мужчин, как ни странно, можно особенно своими словами ранить или вдохновить, исцелить. And then here's my idea. И вот моя идея. Dmitry, I think the Russian men and the Russian women potentially are the strongest people on the face of the earth. И я, вот, общаясь, зная многих русских, вижу, что русские женщины, русские мужчины – это самые сильные люди на всем лице земли. But right now there is so much tension in relationships. Но вот именно сейчас проблема в том, что до такой степени напряжение между мужчинами и женщинами в России, что они свою силу направляют не на созидание, а на взрыв. All the pressure of the economy and all the еще alcohol and давление depression. экономики, алкоголизма. They're creating storms within the marriages. А это все усиливает и усиливает бури внутри семьи. This is what John and I learned a long time ago. It doesn't matter what's happening on the outside. If we're one on the inside, we can endure the storm. То, что я поняла из нашей семейной практики, какая бы ни была ситуация вне нашего дома, какие бы ни были экономические проблемы или любые другие, если у нас внутри, в нашей семье, мы друг с другом крепки, сильны, то любые внешние проблемы нам подвластны. And so I think we need to stop looking at each other as each other's problems and begin to say, God put us together to be an answer. И надо перестать видеть, что ты для меня стал проблемой в том, и в том, и в том, и увидеть то, в чем мы являемся ответом друг для друга, в чем мы являемся ответом и помощью друг для друга. Good, very good. Lisa, how many books do you have? I believe I have 8, but maybe 9. Сколько у тебя книг, спрашиваю, 8 или 9? Говорит, не помню, 8 или 9. What subject you gonna teach in these 3 days in St. Petersburg? Какие предметы, какие темы ты будешь затрагивать в эти 3 дня в Петербурге? Well, we're definitely going to be talking about lioness arising. Конечно, будем говорить о пробуждающихся львицах. But that is about women coming into their strength and actually positioning men with strength. Say it again. That is about women coming into their strength and in turn even positioning the men with strength. It will even help men be more strong? Absolutely. Oh, that's interesting. Yes. Очень интересно то, что actually I understood what you said. I just want to emphasize what you said. Yes. Я понял сперва, что она сказала, я просто хотел еще раз усилить то, что она сказала. Пробуждающиеся львицы – это тема о том, что когда усиливается женщина и на самом деле занимает свое сильное положение, она должна, это частью ее усиливания является то, что гораздо сильнее становится и мужчина. Она не может стать сильнее, если при этом она не делает сильнее своего мужа. Yeah, absolutely. Wow. And then we're going to be just talking about relationships and marriage and family, but we're going to be talking about in the global church dynamic of what we need to rise up and do, because there's a harvest season for us right now. Сейчас, конечно, в определенной степени это время жатвы. Время жатвы. И когда есть в априори конфликт между мужчинами и женщинами, то мы теряем и упускаем очень много жатвы. И сегодня задача такая, говорить глобально о роли церкви, и она сводится во многом локально к взаимоотношениям между полами. И я буду говорить в том числе и об этом. You know, there's a world really hurting out there, and the church is actually still trying to learn how to be nice to each other. So we need to stop that. Мы уже довольно поранили друг друга, и нужно прекратить это делать. Нужно научиться теперь почитать друг друга, помогать друг другу. Yeah. So we need to grow up, and we need to reach out. Нам нужно самим расти и достигать окружающий мир, приносить то добро, которое в нас есть, благодаря Богу, приносить в окружающий нас мир. Окей. Line is next. Что еще? Okay, well, we're gonna talk about what we want to see the marriage of what that practically looks like, because we can talk about it principle, but if we don't talk about it practically, nobody can live it out. So we're going to talk about that. We're going to talk about lioness. We're going to talk about the youth and what their role is in these last days. And we're going to really talk about women and what God needs women to do in these last days. Будем говорить о разных вещах, и в том числе о молодежи. Будем говорить о взаимоотношениях мужа и жены, и на самом деле еще очень
важной... Say the last what about? Last thing I said was we're going to talk about women and what God wants to see them do in these last days. Что Бог хочет, чтобы женщины делали вот в последнее время. Причем, вы знаете что? Звучит так, как будто бы эта конференция как бы для женщин. На самом деле, слушая Лизу на эту тему однажды, я увидел, что мужчинам даже важнее это знать. Вот, то есть думать о том, что это слово обращено к женщинам, не надо. Потому что то, что она говорит к женщинам, это очень может помочь нам, мужчинам. I just said when I was listening to you in March, this stuff, looks like you approach women. But actually, this word is even more important for men. Yeah. When men know what you're talking to women, we start think differently towards our wives, towards our daughters, towards our female part in our church. I mean, we will see just very different and we'll be more successful. Мы гораздо более успешными оказываемся пасторами, мужьями, отцами, когда мы начинаем понимать психологию женщины. И когда Лиза обращается к женщинам, по большому счету, я даже подумал, что это гораздо важнее мужчинам, потому что данное слово, оно поможет нам, ну, не использовать, не манипулировать, конечно же, этой информацией, но знать ее, и мы сможем быть более успешными в наших взаимоотношениях друг с другом и тем, чтобы сделать наших женщин успешными. But you know, we didn't always do this well. John and I used to fight a lot. Конечно, мы с Джоном очень тоже повоевали в жизни. Yeah. We're both Italians, so we have a lot of passion. You both of us? Italians. Oh, so. Джон и я, мы оба имеем итальянскую кровь, и говорит, у нас горячая кровь. The first 4 years of our marriage looked like WWF wrestling. И казалось, что у нас первые 4 года нашего брака были вообще похожи на, сказать, одна из форм борцовского, я забыл, как это называется, категория бокса, когда типа бои без правил. Yeah, so everything I teach, I learn from doing it wrong first, and then learning how to do it right. И то, что я буду учить сейчас, это, в общем-то, сначала я научилась, как не надо, а потом научилась, как правильно. And here's the really exciting thing. As you know, I said 30 years of marriage, but I love my husband more now than the day I married him. Сейчас, конечно, могу сказать с радостью, что спустя 30 лет нашего брака я люблю своего мужа гораздо больше, чем я любила его тогда, когда выходила за него замуж. There's people who want to call us. Let's ask them some questions. Sure, absolutely. Давайте примем пару звонков. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Слышно? Если можно, немножко погромче еще раз. Слушаем вас. Говорите. Да, здравствуйте. Меня слышно? Хорошо слышно, говорите. Меня зовут Ольга, мне 42 года. И я очень благодарна за тот месседж, который Лиза несет в эфире, ту позицию, которую я слышу. Я обычно редко звоню, но меня очень сразу же задела позиция, которую Лиза высказывает. Я хотела сказать, что вот в поколении в моем как раз мы очень созрели, подошли к этой мысли, о которой Лиза говорит, о том, что есть должно быть переосмысление роли женщины, и о том, что действительно, наконец мы подошли к тому пониманию, пройдя через все эти 70 лет советской власти, кризисы и все остальное, поняли, что женщина с веслом это не главное, а женщина должна уметь выдвинуть мужчину и состояться при этом блестяще сама. Это очень важное сейчас такое новое знание, мне кажется, которое у современных женщин появилось. И даже я могу сказать, что поколение наших родителей, наших мам, я неоднократно, естественно, разговариваю со своими подругами, и мы замечаем, что наши мамы нам завидуют в том, что у них такое знание нету такого открытия, а в нашем поколении уже есть. Поэтому хотела большое спасибо сказать вот такое, присоединиться к мысли, присоединиться к этому движению, что называется, развития, да, женского общества, женского я такого, и спросить, где можно посетить вот семинары, да, где можно подпитаться немножко, да, такими. Спасибо, Ольга, за звонок.
First of all, she wants to thank you for this point of view, because he said, my parents, she's 42, her name is Olga, she's 42. She said, my parents even feel jealousy, what you're talking about right now, they didn't know that. Yeah, right. And they missed it. They missed for many years. Now I'm just so glad to hear that, because this is really our strength. We were afraid if we respect our husband, if we really respect him, he will put us down. But this is just this is backwards. And now when I hear that, and she asked where I can see you, where I can hear this stuff, and I'm going to tell her. Ольга, эта конференция или эти служения, эти мероприятия будут проходить на Невском проспекте, дом 100, Колизей-арена, в течение 3 дней. Пятница, суббота и воскресенье. Пятница в 7 часов, в суббота в 7 часов вечера. И в воскресенье 3 мероприятия. В 9:45 утра, в 12 и в 3 часа молодежное. Будет слово обращено к молодежи, большей частью к молодежи. Поэтому добро пожаловать на эти 5 мероприятий. Вход свободный, выход тоже. Пятница, суббота в 19 и воскресенье 9:45, 12 и 15 часов. Lisa, we run out of time, actually. Time flies. Please tell us more about your ministry. What do? You just write books, you try to do all this, but you do also practical things. Yeah, we do. Время нашей передачи бежит стремительно, и я говорю, что Лиза пишет книги, занимаются как бы там какой-то теорией, just a theory, philosophy. No, what do you do practically? Что вы делаете не только теоретически, а практически? В чем вы применяете? So we do rescue. We've built a vocational training center for girls who have been rescued out of sex trafficking in Cambodia. We also built a rescue home for kids whose parents were going to sell them in Cambodia. We also scholarship girls and built a multi-purpose building there. Last year, John and I, the organization with our partners, gave away 270,000 books in all sorts of different languages, Arabic, Farsi, Urdu. I think we even get to do some Russian this year. So we get to sow the gospel. We get to live the gospel. You know, you and I were talking, I don't believe you just preach messages, but you live it. Я верю, что надо не только проповедовать, а нужно жить то, чем ты проповедуешь. И вот за последний год мы издали 270 тысяч книг, которые бесплатно раздали в тех странах, где люди не в состоянии покупать сами эти книги. Например, там вот Камбоджа, Иран. И можете представить себе книги, которые несут вот такую информацию. Они издают на языках тех стран эти книги и распространяют там бесплатно. Вот в прошлом году было издано 270 тысяч таких вот книг с подобной информацией, о чем мы сейчас вот с Лизой беседовали. Ну и еще то, чем они занимаются практически, это пытаются спасти тех детей, которые проданы родителями в секс-трафик, и также девочек, которых обманули, предлагая им работу, но их просто обманув, увезли заниматься проституцией помимо их воли, то есть просто в рабство, в сексуальное рабство. Они спасают таких людей, они строят для них специальные дома, где бы они могли потом обратно восстановиться своей души и вернуться к жизни. Tell about sex trafficking. Is it really a big problem right now? Yeah, it's a very big problem. They're saying 27 million people have been trafficked into Say it again. 27 million people have been trafficked. Whether you mean who just willingly do the prostitution work? No. These are people that were tricked. Let me tell you something. Just a second. Я говорю, скажи, пожалуйста, что ты обронила про секс-трафик, а это сегодня актуально? На что Лиза сказала, сегодня 27 миллионов человек вовлечено в рабство, сексуальное рабство. И ты имеешь в виду тех проституток, которые пошли добровольно работать на это? Она говорит, нет, это не проституция, это те, кого держат в рабстве. 27 миллионов человек. Друзья, это почти 6 Петербургов. 6 St. Petersburg size. Yeah, that's correct. And most of these young girls are tricked by hope. Somebody says, we have a job for you in another country. If you will come to this place, we'll have a job for you. And they leave everything behind. They take their passports and then they take them captive, rape them, brutalize them, and keep them locked up in a room to do sex for people. It's horrible. Их обманывают, девочек, предлагая им работу различным по специальностям,
что если вы поедете с нами в ту страну, то вот вам предлагается такие-то варианты работы. И девчонки верят, желая иметь лучшее будущее, уезжают. У них забирают паспорта, закрывают их определенных, говорят, типа, нам нужно заполнить определенные какие-то документы для вас, дайте ваши паспорта, и они остаются в специальных помещениях, в домах, где их насилуют, так скажем, и потом просто они уже, ломая личности, их просто используют как... Yeah. And what's really troubling to me, Pastor Dmitry, is that a large majority of these women are Eastern European women. I've been in the A21 shelter in Greece and talked to women from Russia and women from Ukraine that had been trafficked. From Russia and Ukraine, they invite them to Cambodia for No, they were in Greece. They had gone to Greece. Yeah, gone to Greece for work. But I did see Russian girls trafficked into Thailand. Я встречалась с русскими девушками в Таиланде, с такими, я видел много их в Греции, русские, украинцы, девочки, которых заманивали надеждой, что мы вам даем хорошую работу. They just offer them a job. Are they educated? Yeah. Like they are maybe ignorant? They say no. These are educated. The ones I talked to were educated girls. One was from Georgia. She had 2 degrees. Another girl that was at the A21 shelter. You talked to them after after they were rescued. So no. So I didn't. I'm part of an organization supporting an organization called A21. So what happened is the police, when they suspect a girl has been trafficked, they will bring these girls to the organization. And then the girls can follow up with these girls. С теми, которыми я разговаривал, мы помогли их спасти от секс-трафика. Девушка, например, из Грузии, 2 высших образования. Из России, с Украины. Им предлагают работу менеджерами в различных предприятиях. И просто их делают рабами, забирая паспорта, закрывая... And this is in Greece? This is in Greece. European, yeah. It's like a European Union. Yeah. It's throughout the European. Страна, это шенгенская зона, это Schengen zone. This is amazing. Yeah. Every single November. It's also somewhere like in Asia or it's right here in Europe. It is right here in Europe. Это прямо здесь, в Европе, это здесь рядом с нами. Это шенгенская зона, это Европейский Союз. Yeah, it's the beautiful Russian women they're being trafficked, and you know when I met them in the shelters, they're so strong. When they have an opportunity to get out, they take it and they run with it. И те, с кем нам удалось познакомиться, кого мы спасли, то это сильные люди. Они, когда была малейшая возможность сбежать и организовать побеги, они это делали. И это очень сильные люди. We were doing a meeting, and the girls that had been rescued, we brought them to the meeting. Nobody knew who they were, and they were sitting there listening to the gospel. And when they heard the gospel, the Russian and the Ukraine girl, they grabbed each other and they say, "We go down." And they prayed to receive Jesus, and it was a dramatic conversion. And then the next day, they went down again in the altar call about getting rid of their past. They were transformed in a moment. But these are the people that need the gospel. Рассказывать про эти судьбы, про этих 2 русскую девушку, украинку, которые приняли Христа, и как они могли расстаться со своим прошлым, мгновенно приняв Христа, могли реально изменить свой образ мышления. И сегодня миру нужны такие вставшие, сильные люди, которые могут не только сами себя спасти, но и других спасать. They'll be able to help others now. Yeah. One of them is translating and is part of a church in Ukraine, and the other one is helping other ones. They're amazing young girls now, but they have to have a chance to get out. What is this organization, A21? A21 is based out of Greece, but it also has a location in Ukraine, and it is really fighting sex trafficking in Europe, and they've had some amazing convictions against traffickers where they actually had to pay fines, which has been unusual. Do you know why is the name, like strange name, A21? Abolishing slavery in the 21st century. So A21 is for abolishing slavery in the 21st century. Такая есть организация 821. Это разрушение секс-трафика в 21 веке. Yeah. And it's founded by my friend Christine Kane. So she's doing stuff in Europe, and I'm doing stuff in Thailand and Cambodia. Они вместе с одним партнершей своей по этому, так скажем, не бизнесу, а по этому служению
одна из них занимается служением в Восточной Европе, и из Греции занимаются этим, а она, Лиза, занимается этим в Камбодже и в Таиланде. What about kids? Why parents sell the kids? Well, sometimes it's just because poverty has been so generational that there's no education, there's no value for human life because they can barely eat, so they sell their kids to pay off gambling debts, to pay off drug debts, and just to survive. В наше время еще есть такое, что продают родители детей в секс-трафик сознательно. Она говорит да, потому что многих, к сожалению, еще менталитет такой, по крайней мере, о Таиланде, о Камбодже, что, к сожалению, люди не имеют ценности, понятия о ценности жизни, и родители, которые проиграли что-то в карты, в казино, они просто рассчитываются своими детьми. Давайте сейчас примем еще один звоночек. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло? Алло, здравствуйте. Алло. Меня слышно? Да. Ага, значит, здравствуйте тоже. Будьте благословенны. И у меня такой вот вопрос коротенький к Лизе Бевир. Что такое львицы, по-вашему? Как вы понимаете, буквально коротко, в нескольких словах. Спасибо. Извините, а чем ваш вопрос, что вас заставило, почему вас это волнует? Именно из уст Лизы Бевир услышать, что такое левиты? Ну, да, потому что я это чувствую как сильного человека. И думаю, что есть какая-то конкретная мотивация сильного чего-то очень. Потому что если есть семинары, пробуждающие львицы, значит, это о чем-то говорит очень конкретно. What do you think about Levites? Who they are, Levites? Вы имеете в виду, вы говорите о левитах, которые были в Ветхом Завете? Oh. I'm not sure I understand the question. Me either. Львицы, я думал, что левиты. Okay. Say a little bit more about lionesses. I'm sorry, this is misunderstood in Russian. Oh, okay. Levites and lionesses. I missed up even in Russian. Yeah. It was a little confusing. Okay, well, just as there's no creature that makes a man prouder to be male than the lion, there is no creature that makes me prouder to be a female than the lioness. I studied what a lioness does for 2 years, and I found out they hunt together. They're strategic. They greet and groom each other. They provide legacy for the lion, and he provides protection for them. And I actually feel like we've lost our way. It's too much, right? Just to give us a little short, in the shorter. То, что на самом деле я увидела в жизни, наверное, нет ничего более гордого, когда мужчина говорит: ты как лев, это круто. И когда я увидела, кто такие львы по природе, это на самом деле достойно уважения. Но то же самое касается львицы, когда увидела, что такое львицы вот именно в природе, как лев и львица, как они вместе охотятся, как они вместе заботятся о потомстве, как они вместе, как они дружат перед тем, как они, так сказать, составят семью, как они свое потомство заботятся о поколениях будущих. Sorry, I gave you so much. So, you know, and I think that when you see a lion and a lioness together, you realize that their strength is in their function. It's what they do. It's not in what they look like. And it's time we learn that for ourselves. Сегодня время научиться тому, как ведут себя львы и львицы вместе, насколько они стратегически вместе мыслят, как они усиливают друг друга. И на природе львов очень важно и полезно мужчинам и женщинам показать, как мы можем извлечь из их практического опыта и для себя что-то полезное. I think we've all just become too tame. We have just a couple minutes left. What would you like to say to St. Petersburg people? Okay, well, I want to address the women, and I want to say to them, you know, you being a woman is not a problem. It's an answer. In the very beginning, there was a problem, and it was not good for the man to be alone, and God created you to be an answer. Женщины, которые многие себя видят, вот я проблема, на самом деле ты ответ. И Господь сразу, создавая человека, понимал, что мужчине будет одному, он не сделает того, что ему нужно сделать в жизни, когда он один. Ему нужна женщина. И вы, дорогие, вы на самом деле не проблема. И ваши проблемы, они не проблемы. Вы можете решить собственные же проблемы, когда будете ответом для своих мужей.
if you're a woman, I'm telling you right now, the men need you. Your children need you. Your friends need you. They need you to discover who you were created to be, who God fashioned you to be. I really do believe that Russia's destiny is much greater than her history, and I believe the women have a huge role in that. Я верю, что у России огромная история, прекрасная история, но гораздо больше у нее будущее. И в том, чтобы это будущее для России состоялось, я вижу, насколько сегодня это связано с тем, чтобы женщины увидели свою роль, кто они. И они на самом деле, увидев свою уникальность, увидев то, для чего они сотворены Богом. Потому что человек живет тогда счастливую жизнь, когда он живет свою жизнь. А многие женщины, в России особенно, жили не свою жизнь. И поэтому и страна пока не живет своей жизнью. Очень важно, чтобы женщины нашли сами себя и были теми львицами и помощью этим львам, которые сегодня нуждаются в вас. We have just one more minute left. Okay. And when I say a huge role, that's together with the men. I don't believe you're going to displace the men, but I believe that it's going to be a together role. And I'm so honored and excited to see what God is going to do this weekend. I believe it's going to seed this nation for something that is going to spread out like wildfire. Я знаю, что никто из нас не может заменить друг друга. Ни мужчина не может заменить женщину, ни женщина заменить мужчину. И, конечно, я верю, что будущее России, оно завязано на том, когда женщины, увидев свою настоящую роль, будут выполнять свое призвание. И вы можете жить счастливую жизнь, отвечая на нужды этого общества. Но сначала нужно найти себя, увидев себя, кто ты на самом деле есть. Yeah. Great. Yeah. Lisa, thanks a lot. God bless you. And we're looking forward to have a great days together. Друзья, слава Богу, у нас завтра, послезавтра в 7 часов, в воскресенье в 9:45, в 10 и в 12 будут мероприятия в Колизее на Невском 100. Будьте благословенны, всего доброго, до свидания.